Добрый день, друзья! Сегодня небольшой рассказ о бульбовых орхидеях. Я просто должна вам их показать, потому что некоторые из них мы вместе пересаживали. И хочу показать вам результат этих пересадок. Пересадки были экспериментальные. Я сажала в смешанный грунт, где я использую и кору, и керамзит, и пеностекло, и циафлору. И многие спрашивали, а подойдет ли такой грунт для бульбовых орхидей? Да, как мы сейчас с вами увидим, грунт подошел и орхидеям понравился. Анцидиум, который был приобретен менее года назад, два кустика, белый и вот такой желтый, я посадила вместе в горшок-лодочку. Несколько раз вам его показывала, и вот теперь он почти полностью расцвел. Как оказалось, желтый куст цветет более обильно. А белый куст немножко поменьше, но он еще выпускает цветоносы. Изумительно пахнет конфетами. Я бы сказала, что это не цветочный аромат. Но, к сожалению, цветы держатся совсем недолго. Примерно, каждый цветочек примерно недели 2, может быть 2,5. Но за счет обильного цветения получается очень красивый кустик. Грунт, как я сказала уже, смешанный, ему все нравится, и я думаю, что когда он отцветет, у него наступит период покоя. В такой же смешанный грунт мы пересадили зигопеталум. Сейчас я уберу этот подальше, чтобы видно было. Красивый цветущий зигопеталум. Был один большой кустик, я его разделяла на два, все вам это показывала. Один куст, вот этот. Когда я разделяла, этот куст получился, по-моему, тут было 3 бульбы, и начинала расти новая бульба. Это всегда более такой жизнестойкий вариант, когда есть 3 бульбочки. А вот этот получился совсем маленький. У него было 2 материнские бульбы и совсем малюсенький новый рост. И этот рост, он прямо изначально был нехороший. У него начинало вот так сохнуть кончики листьев. Прямо выходил оттуда листочек. Вот этот, по-моему, и был листочек. И он какой-то был, совсем плохой. Что-то было не так с ним. Но при этом он выпустил новый рост. Новый рост очень хорошо начал расти. И выпустил вот такой цветонос. Зигопеталум отличается от остальных бульбовых орхидей, что он сначала выпускает цветонос, а потом наращивает, когда цветет, наращивает свою бульбу. У анцидиумов не так. Он сначала должен вырастить вот эту кругленькую бульбочку, запасти туда питательные вещества, и только потом он выпускает из пазух цветоносы. А здесь все наоборот. И второй, который был более жизнестойкий, посмотрите, что он творит. Маленький. Я бы сказала, что это маленький рост, новый рост, и он из этого роста дает 3 цветоноса. Представляете, какое будет красивое цветение? 2 цветоноса покрупнее и 1 помельче. Где он набрал столько пазух для того, чтобы выпустить цветоносы? Я даже себе представить не могла, что зигопеталум может выпустить сразу 3 цветоноса из нового роста. Подожду цветения
обещает быть очень красивым. Грунт такой же смешанный. Но здесь, в отличие от фаленопсисов, полив должен быть немного другим. Или более частым, если у вас больше керамзита в посадке. А если есть хорошая влагоемкая кора в грунте, пеностекло и циафлора – это три компонента, которые хорошо удерживают влагу. Поэтому поливаю тоже через 2 недели, но так как у них корни, сейчас вам покажу, в основном поверхностные, вот здесь видно, что тонкие корни, хорошо растущие тонкие корни, причем корни всегда растут только от новых ростов. И они не должны полностью просыхать. Поэтому и грунт я делаю более влагоемкий. И когда вижу, что корни вот так подсохли и грунт сверху сухой, то в промежутке между поливами я подхожу и опрыскиваю вот так верхний слой. За 2 недели я это делаю 1-2 раза, потому что вся влага, которая сверху сейчас попала в горшок, она все равно будет опускаться вниз. Для этого у меня тоже здесь двойные горшки. Лишняя влага должна уйти вниз. Но для этих цветов, для всех бульбовых, абсолютно, будь то дендробиумы, будь это котлеи, точно так же мельтонии, камбрии, им нужен более влагоемкий грунт. У них очень тонкие корни, и эти корни совершенно не должны пересыхать. И как я заметила, все бульбовые орхидеи очень любят полив с удобрением. Но удобрение для них я использую немного другое. Я использую вот такой органический коктейль с микроэлементами, с гуматами. Вот все орхидеи, которые у меня здесь стоят, и еще у меня есть мельтонию, еще есть котлеи. Я все эти цветы раз в месяц примерно поливаю удобрением с гуматами. Вот для этих орхидей, в отличие от фаленопсисов, это очень полезно. Посмотрите, как котлеи откликаются на полив гуматами. Вот цветет. И вот 2 цветоноса, которые тоже распускаются. Бульбовые орхидеи очень любят такой полив. И моя капризная котлея, она без названия. Но я вам в прошлом году рассказывала, что цветет она крайне редко. Я ее пересадила, разделила, потому что был большой старый куст. Подарила девочкам из орхидейной группы маленькие отростки, которые у меня остались, по 3-4 штучки. И вот после этой рассадки, после этого обновления, она начала цвести более активно. Ну, со своими капризами, но все-таки 4 бутона, и вот они распускаются. И я ее точно так же поливаю с удобрением с гуматами. В период цветения и в период покоя я такие орхидеи не удобряю. И если я вам показала вот такое удобрение, не обязательно брать именно такое, какое я показала. Бонафорте с гуматами тоже подходит. И любое удобрение для орхидей с гуматами подойдет именно для этих орхидей. Не обязательно искать во всех магазинах только то, что я показываю. Просто ищите удобрения с гуматами. И ваши орхидеи будут также
обильно и красиво цвести. Но именно бульбовые орхидеи. Для фаленопсисов я такие удобрения не использую. Не у всех моих подписчиков и зрителей моего канала получается ухаживать за такими орхидеями. Здесь надо обязательно помнить, что у этих орхидей есть период покоя. И вот в такой период покоя им обязательно нужна полная просушка, и только когда они начинают выпускать новые росты, мы их опять начинаем, ну, можно сказать, обильно поливать, делаем такой влажный, все время у них должен быть грунт или субстрат. Ни в коем случае субстрат не должен пересыхать. Это очень вредит корням. И надо помнить, что ни одна бульбовая орхидея никогда не выпустит корни от старой бульбы. Пошел новый рост, от этого нового роста будут расти молодые корни. Так они живут. А старые бульбы будут передавать свои питательные вещества новым молодым ростикам. Обязательно должен быть баланс в поливе. Если гниют бульбы, значит, вы точно заливаете свои растения. Потому что переувлажнение для них тоже губительно. А особенно в период покоя. Вот если вы не заметили, когда начался у орхидеи период покоя и продолжаете ее обильно поливать, к сожалению, в этот момент происходит загнивание бульб. В период покоя им нужен более прохладное местоположение. Я понимаю, что в наших квартирах это крайне сложно. Я вышла из этой ситуации, я их сейчас поставила на балкон. На балконе у меня приблизительно 19-22 градуса, и они себя чувствуют просто замечательно. А цветут я их оставлю там же, потому что после цветения чаще всего может выйти новый маленький ростик, но может остановиться этот рост, и тогда начинается период покоя. А так как там температура прохладная, то и поливать их обильно не нужно. А примерно к февралю заканчивается этот период, и они опять выпускают росты. Учитывайте это все при уходе за бульбовыми орхидеями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!